Здравствуйте! Сегодня я хочу поднять тему, с которой сталкивается практически каждый взрослый человек, но мало кто умеет правильно с ней работать. Мы поговорим о том, как устроена наша внутренняя мотивация, почему пропадет энергия что-либо делать и куда на самом деле исчезают деньги, когда мы начинаем жестко экономить на себе. Чтобы понять эту механику, не нужно погружаться в сложную терминологию. Все работает гораздо проще. Наше бессознательное, та часть психики, которая отвечает за эмоции, зажигающий драйв, предчувствия и неожиданные вдохновения, по своей природе очень похожа на ребенка. Это внутреннее «я», очень эмоциональное, искреннее и доверчивое. Оно искренне верит в лучшее, загорается новыми идеями и способно генерировать огромный поток энергии, когда видит перед собой понятную и желанную цель. Именно наше бессознательное дает нам то самое состояние, когда вы встаете утром бодрыми, когда у вас все получается легко, а нужные люди и возможности появляются в жизни как будто сами собой. Но у этой детской структуры есть одно важнейшее правило. Она работает только на доверии. И если это доверие подорвать, вся ваша мотивация рухнет как карточный домик. Представьте простую бытовую ситуацию. Вы пообещали маленькому ребенку: закончишь четверть без троек или поможешь мне с уборкой. И мы поедем в парк развлечений и купим ту самую игрушку, о которой ты мечтаешь. Ребенок загорается этой идеей. Он старается, отдает все свои силы, отказывается от гулянок, делает невозможное и выполняет свою часть договора. А вы в ответ подходите к нему, ухмыляетесь и говорите: знаешь, денежки мы сбережем, а в парк ты не поедешь, обойдешься. Как вы думаете, что почувствует ребенок? Обиду, глубокую несправедливость и полное обесценивание своих трудов. А главное, он больше никогда не поверит вашим обещаниям. В следующий раз, когда вы предложите ему что-то сделать за награду, он просто отвернется и не сдвинется с места. А теперь перенесите эту модель на самих себя. Мы поступаем с собой так постоянно. Вы загораетесь идеей, например, съездить в путешествие, купить себе красивую вещь, пойти на курсы или просто сходить в хороший ресторан. Ваше подсознание включается. Оно ищет возможности, дает вам энергию работать сверхурочно, придумывает решения. И вот ресурсы пришли. Вы получили премию, закрыли сделку или нашли нужную сумму. И что вы делаете в этот момент? Включается привычный страх, и вы говорите себе: нет, ну какое путешествие, какая вещь? Сейчас не время. Отложу-ка я эти деньги, проедают их только транжиры. Вы показали собственному бессознательному фигу. Вы заставили его проделать большую работу, а в конце просто обманули. Почему же мы так регулярно обламываем сами себя? Почему нам так панически страшно позволить себе чуть больше? В основе этого поведения почти всегда лежат три чувства: страх, стыд и виновность. Страх. А вдруг завтра кризис, а я потратил деньги на радость? Стыд. Вокруг столько проблем, людям тяжело, а я буду тратить на свои капризы? Что обо мне подумают? Чувство вины. Я не имею права баловать себя, пока не обеспечил всех родственников, не закрыл все ипотеки на 20 лет вперед.
и не стал идеально правильным. Нам кажется, что отказом от своих желаний мы проявляем взрослость, экономность и разумность. Но на самом деле это не разумность. Это глубинная неготовность разрешить себе жить. Когда приходят деньги под конкретную цель, а вы из чувства вины или стыда прячете их под матрас, вы посылаете своей психике сигнал. Мои желания не важны. Мои радости — это глупость. Я недостоин того, о чем мечтаю. Если повторять это несколько раз подряд, происходит страшная, но вполне закономерная вещь. У вас полностью исчезает мотивация. Вы начинаете чувствовать постоянную усталость, апатию, выгорание. Вы встаете по утрам уже уставшими. А зачем организму выделять вам энергию, если он знает, сколько бы вы ни заработали, вы все равно не разрешите себе порадоваться? Вы сами на корню затаптываете свой живой импульс. А теперь давайте посмотрим на практическую сторону этого процесса, на то, как это проявляется в реальном физическом мире. Обратите внимание на закономерность, с которой наверняка сталкивался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Когда деньги пришли в вашу жизнь под определенный импульс, например, вы честно заработали их и хотели потратить на отдых, на обновление гардероба или на то, что давно заставляло ваше сердце биться чаще. Но вы пожалели их на себя и волевым решением зажали. Что происходит дальше? Они все равно уходят, но уходят не на радость, а на какую-то бессмысленную неприятность. Вдруг ломается бытовая техника, затапливают соседи, прилетает случайный штраф, внезапно начинает болеть зуб, вы теряете вещь или деньги, просто расходятся на какую-то мелкую, неощутимую бытовуху. И в итоге суммы, которую вы так судорожно пытались там сберечь, отказывая себе в радости, больше нет. Психологически и энергетически это объясняется очень просто. Деньги — это эквивалент энергии. Если энергия пришла на конкретное движение и создание радости, но вы перекрыли ей ходы из-за страха и скупости к самому себе, эта застоявшаяся энергия все равно найдет выход. Только прорвет она систему в самом слабом месте, через проблемы и слив. Как же выйти из этого замкнутого круга и научиться взаимодействовать с собой по-взрослому? Здесь не нужно впадать в другую крайность и начинать безудержно спускать абсолютно все деньги на удовольствие, влезая в долги. Полноценная взрослая позиция заключается совершенно в другом. В соблюдении договоренностей с самим собой. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить доверие вашего бессознательного. Первое. Начните с малого. Если вы пообещали себе за выполненную работу купить вкусный кофе, сходить на прогулку или купить книгу, обязательно сделайте это. Маленькие выполненные обещания укрепляют веру в то, что вы надежный партнер для самого себя. Второе. Учитесь выделять честную долю на радость. Когда вам приходит любой доход, фиксируйте процент. Пусть это будет хотя бы 5 или 10%, которые вы потратите исключительно на себя и свои удовольствия, без чувства вины. Ни на продукты домой, ни на коммуналку, ни на детей, а именно на то, что приносит радость лично вам. Третье. Отслеживайте чувство вины. Каждое утро или в момент покупки, когда внутри поднимается привычный голосок. «Ой, не надо, это слишком дорого, ты этого не заслужил».
Ловите себя на этой мысли. Говорите себе: «Я заслужил. Энергия пришла за мою работу, и я имею право ее прожить». И четвертое. Убирайте концепцию страдания ради хорошести. Запомните, мир не станет лучше, если вы будете ходить уставшими, зажатыми и отказавшимися от всех радостей. Счастливый, наполненный и отдохнувший человек приносит окружению в сотни раз больше пользы, чем тот, кто истощен и вечно себя ущемляет. В качестве заключения я хочу предложить вам одно прямое практическое задание. Вспомните прямо сейчас ту вещь, поездку, покупку или небольшую радость, которую вы давно откладывали, на которую у вас, возможно, даже были деньги, но вы пожалели их на себя, найдя 1000 более важных причин. Задайте себе вопрос: что худшего произойдет, если я позволю себе это сделать? В 99% случаев вы увидите, что за этим отказом стоит не реальная угроза выживанию, а просто старый страх или привычка быть для всех хорошим, кроме самого себя. Облегчите себе жизнь, разрешите себе радоваться. Начните постепенно, шаг за шагом, отдавать долги самому себе. И вы увидите, как вместе с этим к вам начнет возвращаться энергия, вдохновение, а за ними и новые финансовые возможности. Помните, что вы находитесь на совершенно правильном пути. Будьте бережны к себе и своему внутреннему ресурсу. Напишите в комментариях, удается ли вам легко тратить деньги на свои радости или чувство вины все еще берет верх. Мне будет очень ценно прочитать ваши истории. Всего вам самого доброго, внутренней свободы и до новых встреч.